Right, so we are on air. Здравствуйте, дорогие друзья! И сейчас мы с вами начинаем серию вебинаров о секретах отношений. И сегодняшним спикером будет являться Колин Типпинг, автор метода радикального прощения. И сейчас метод радикального прощения набирает обороты и становится одним из самых популярных. Популярность он завоевал из-за того, что он конкретный и достигает результатов. И перед тем, как начать наш вебинар, я хотел рассказать о нескольких технических вопросах. Сегодняшний вебинар будет проходить где-то в течение 45 минут, и после в чате вы можете задать вопросы. И не стесняйтесь на вопросы, задавайте вопросы. Как правило, мы сможем ответить процентов на 80 вопросов, которые вы зададите. Первыми я буду озвучивать те вопросы, которые относятся к теме вебинара. Если успеем, может быть, какие-то личные. Также все свои вопросы вы можете задавать в группе в Фейсбуке. И в крайнем случае вы можете писать мне на почту, и на следующих вебинарах мы постараемся ответить на все вопросы. Пожалуйста, в чате задавайте вопросы только организаторам или ведущим. Это поможет нам как-то более продуктивно проводить сегодняшний вебинар. Запись сегодняшнего занятия обязательно будет. Она будет и в группе у нас, и в Фейсбуке, и мы вам вышлем на электронную почту. Сегодня мне будет помогать наш любимый переводчик Виктория Романенкова. И давайте поприветствуем в душе Колина Типпинга и передаем ему слово. Colin, you have the word. Okay. Well, I'm delighted to be doing this. Я счастлив делать это. As you probably know, I have been to Russia a number of times working with German. И, как вы, наверное, знаете, я приезжал в Россию уже не один раз и работал вместе с Германом. I think it's 5 times. I think we've done workshops and then 3 lots of trainings. Я думаю, где-то раз 5 мы проводили семинары и где-то 3 тренинга проводили. And now I have handed it over to German pretty much exclusively. А теперь я практически полностью передал это эксклюзивно Герману. He doesn't need me anymore. Я теперь ему больше не нужен. So he's doing radical forgiveness in Russia himself and doing a grand job and also doing the training as well. Он проводит семинары по радикальному прощению, у него замечательно это получается, и также он проводит сам тренинги. But we thought we would do this webinar as a way for me to stay in touch with you and everybody on the team. Но мы решили, что мы проведем серию этих вебинаров, чтобы мне поддерживать связь с вами и поддерживать нашу команду. And so we've designed these 4 webinars, 1 per week for the next 4 weeks. И вот мы разработали эту серию семинаров, 4 штуки, 1 семинар в неделю, на 4 недели. And I'm not sure what he's already said to you, but basically we're going to do it all around relationships. Я не совсем уверен, что вы ожидаете, но мы планируем посвятить эти семинары отношениям. But not in the way that you would read about relationships in magazines and books about how to do it better. Но не в том смысле, как вы можете читать об этом в журналах или газетах, о том, как улучшить отношения. But rather that we want to take a look at what it takes to make a relationship that's going to last into the future. Но мы скорее задумаемся, посмотрим, что же необходимо для того, чтобы у отношений было будущее, для того, чтобы они длились.
So we're going to look at it in terms of us having four distinct stages in a relationship that's going to last, maybe not forever, but certainly for a long time. И я бы хотела рассмотреть с вами 4 стадии, которые проходят отношения, которые, может быть, и не будут длиться вечно, но будут длиться достаточно продолжительное время. So we're going to be painting a broad picture about relationships, and mostly from a spiritual perspective. И мы нарисуем с вами такую широкую картину, широкий взгляд на отношения, в основном с духовной перспективы, с духовной точки зрения. Because as you may know, radical forgiveness, which is basically what we teach here in Russia, is a spiritual philosophy. Поскольку, как вы уже знаете, вот эта система радикального прощения, она является духовной философией. So we're looking at relationships from a more spiritual point of view, even though there will be some practical and psychological aspects to it too. Поэтому мы будем рассматривать отношения с духовной точки зрения, хотя, конечно, мы будем упоминать и какие-то практические и психологические моменты тоже. If you are not currently in a relationship, И если в данный момент вы не состоите в каких-то отношениях, you will still find this information helpful. эта информация все равно будет для вас полезна. Especially if you are in a position where you want to create a new one, because you will have an advantage of having this information before you actually do that. Поскольку если вы, например, планируете вступить в отношения, то у вас будет преимущество в виде этой информации, которая поможет вам создать более гармоничные отношения в будущем. If you're already in a relationship, then you can use this information to maybe improve or even renegotiate your relationship. Если вы уже находитесь в отношениях, то информация, возможно, поможет вам улучшить их или даже пересмотреть. Okay, so that's the kind of framework that we're going to be talking about over the next 4 weeks. Это вот общее очертание того, о чем мы будем говорить с вами в течение 4 недель. But the first thing that I want to talk about is the definition of a relationship and what the purpose is of it. Но самое первое, о чем бы я хотел поговорить с вами, это определение отношений. Что такое отношения, какова цель их? If you were to listen all the time to magazines and television programs about relationships, you would think that the main purpose of relationships is for happiness. И если вы будете обратить внимание на то, что нам говорят в журналах или по телевизору, или в различных программах, то возникнет ощущение, что основная цель отношений заключается в счастье. I'm sorry to disappoint you, but actually that's not it. Мне жаль вас разочаровывать, но на самом деле это не так. When we look at relationships from a spiritual standpoint, we realize that the purpose of relationships is actually for healing each other. И если посмотреть на отношения с духовной точки зрения, то окажется, что целью отношений является исцеление друг друга. It's like a bargain. I agree to come into relationship with you and you with me so that we can help each other grow and learn the truth of who we are. Это похоже на сделку, которая заключается, что ты входишь в отношения со мной, а я с тобой, чтобы мы могли помочь друг другу расти и узнавать друг друга и узнавать, кем мы являемся на самом деле. So in the first phase of the relationship in particular, and even in the second, it's all about discovering who we are
and who we are not, and what it is that we have to change about ourselves. На первой и даже на второй фазе отношений все, что происходит, это фактически открытие того, кем мы являемся или кем мы не являемся, и что мы хотим в себе изменить. And it may or may not be lead to a whole lot of happiness, because that phase of the relationship can be quite difficult. И эти периоды отношений, фазы отношений могут быть не так уж и счастливы, потому что здесь задействовано большое количество неприятных переживаний и боли. So, having said that, let's go back a little bit. Let's take a step backwards and look at the question. Not only what is the purpose of relationship, but what is the purpose of our life? What are we doing here? Я предлагаю, что сейчас мы сделаем с вами шаг назад и задумаемся не столько о цели отношений, сколько вообще о смысле жизни. Каков смысл нашей жизни? Что мы здесь делаем? So I want to put to you a model, an idea, a sort of a concept that we will be using as the basis for all 4 of our webinars. И я хочу предложить вам, вашему вниманию, такую базовую концепцию, на которую мы будем строить все наши 4 семинара. Okay, so bear with me while we go through this, because this is important. It's something I have made up. I don't know whether it's true or not, but it seems to work, and we've been doing it this way for a long time. Пожалуйста, оставайтесь со мной, следите за этой идеей. Я, конечно, ее придумал сам, но похоже, что она работает. Похоже, что она действует, и я хочу с вами ей поделиться. So the first question then is, what is the point of being here in this human body? As a spiritual being doing this human experience, why are we doing it? Первый вопрос заключается в том, какой смысл пребывания нас в этом физическом теле, как духовные существа. Что мы здесь делаем? So what I make up is that we decided to come into this life experience in order to learn what it's like to be separate instead of in oneness. Я предполагаю, что мы получаем этот человеческий опыт, чтобы прочувствовать в полной мере, что является противоположностью единства. So we make an agreement when we come into the human life as a spiritual being. We make this agreement. И когда мы получаем эту человеческую жизнь как духовные существа, мы заключаем такой договор. That we will volunteer to experience a certain amount of separation for a certain amount of time. Мы добровольно соглашаемся пережить определенное количество разделения на определенном этапе времени. And we experience this separation as things like abandonment or rejection or abuse or things like that in our lives. Испытываем, проживаем вот это разделение через такие неприятные явления, как когда нас бросают, предают, подвергают насилию и в таком духе. But a big part of the agreement is that we forget about the previous existence in the world of spirit, and we imagine that our human life is the real one. Но суть в том, что мы забываем о своем предыдущем опыте, о своей предыдущей жизни в духовном мире, и
начинаем думать, что вот эта жизнь в этом мире — это все, что есть. So to help us understand that, what I've done is said, okay, let's imagine that we can measure how much pain of separation we are having. So I call that a karmic unit, a unit of the pain of separation, a karmic unit. И чтобы как-то оценить вот эту вот боль, которую мы испытываем здесь, я ввожу такую единицу измерения, кармическую единицу, ну, для измерения объема и степени боли, испытываемой Okay. здесь. So can you put up the first part of the diagram, German? Герман, можешь первую часть диаграммы поместить? Yeah. Okay. No, that's the second part. We want the first Это part. вторая часть. Нам нужна первая. First part is before the awakening. Это то, где описано то, что происходит до пробуждения. Anyway, while he's searching for that, we make this agreement to come in to feel the pain of separation, but we do also agree to not remember our spiritual existence before we came in for a period of time, usually about half our life. Мы заключаем договор о том, что мы получим определенное количество боли, испытаем здесь. И также у нас в нашем договоре прописано то, что мы не будем помнить свой прошлый опыт жизни в качестве духовных существ. И это обычно происходит где-то до середины жизни. Okay. Мы не помним. Good. Okay, I can work with this one. This is the whole diagram. So I can work with this one. So вот эта диаграмма нам подходит. So what this is showing us is that for approximately half of our life, we are unconscious that we are playing a human game. На этой диаграмме мы видим, что практически половину своей жизни мы не осознаем то, что мы играем в человеческую игру. But in actuality, in reality, what's happening is that we're living a spiritual game in order to learn what we need to learn through having these experiences of separation. Но суть в том, что мы играем в духовную игру для того, чтобы изучить то, что нам необходимо изучить через вот этот человеческий опыт. So what you see here is a timeline. И здесь нам показана временная линия. And the triangles represent events in your life that are painful, difficult to go through, and you really would wish that they weren't happening. И треугольниками обозначены такие неприятные события в нашей жизни, которые причиняют нам боль. Ну, в основном то, что мы хотели бы, чтобы не происходило. And the orange squares represent the amount of pain and suffering attached to each of those happenings. И красные оранжевые квадратики показывают количество боли, которое мы привязываем к этим событиям. So let's imagine that you have decided and said to your angel of incarnation that I will go in and for the first half of my life I will create opportunities to feel 40,000 karmic units. Например, вы договариваетесь с своим ангелом инкарнации. Вы говорите, что я воплощусь, и я хочу в первую часть своей жизни прожить боль, равную 45 тысячам кармических единиц. Okay, so when I've done those 40,000 karmic units, then I go through what we call a wake-up call. И когда я испытываю вот этот объем
боли, то я прохожу какой период пробуждения, то есть у меня будет. And we begin to go through what we call the awakening process. И мы проходим процесс пробуждения. As you can see, that comes at about halfway through the life. But once we are awake, then our life takes on a whole different way of being. И как только мы проснулись, то жизнь обретает совершенно какую-то другую форму. And so what you'll see there from the size of the triangles, that things still happen to us because we're still human. И как по форме треугольников вы можете заметить, что с нами все равно продолжает что-то происходить, поскольку мы люди. Now, because we know that what happened to us in the past is exactly what we wanted. Но теперь, поскольку мы знаем, что то, что происходило с нами в прошлом, это именно то, что мы хотели, that we don't need to stay there stay in our upset for very long because we know that this is perfect too. то нам, благодаря этому знанию, мы так сильно уже не переживаем и не расстраиваемся, потому что мы знаем, что это тоже часть совершенства. So instead of repressing the pain and suffering, we allow ourselves to feel it. That's why we've got that little triangle above the line. И поэтому, чтобы вместо того, чтобы подавлять эту боль и страдания, мы позволяем себе испытывать их, поэтому мы видим еще вот эту красную, поэтому у нас есть еще вот эти треугольнички. So life gets better, life gets easier, and we have less stress. Но жизнь становится легче, в жизни становится меньше стресса. And we become much more aware of ourselves as spiritual beings. И мы больше себя осознаем как духовные существа. Yeah. So you've got more information there. This is the back end, as you can see on this diagram. Это вот вторая часть этой общей диаграммы. Okay. So let's allow enough time for people to read that. Then, Gherman, I want you to go back to the other diagram. Сейчас мы дадим нашим участникам прочитать эту диаграмму, а потом мы вернемся к предыдущей. The previous one? Yes. Ага. Потом вернемся к предыдущей. I know this might be a little tricky doing it this way, but I want you to see your whole life, if we can do it. Я понимаю, что, может быть, так это не все, тут может быть немножко сложно, но я хочу, чтобы вы представляли свою жизнь целиком. Can we get back? Давайте вернемся к предыдущей диаграмме. That's yeah, that one will do. Вот Yeah. это, да. Yeah, that's good. Okay. So let me just summarize what this means. It means Я сейчас подведу итог, что это означает. That every event that happens to us during our life Что каждое событие, которое происходит с нами в течение жизни, is meant to happen. должно произойти. Должно было произойти. It's all part of our agreement. Это все часть нашего соглашения, нашего договора. In fact, we need these experiences. И на самом деле нам нужны эти опыты. Because that's why we've come here, to have them. Потому что в этом смысл нашего пребывания здесь. Мы пришли, чтобы получить их. So the principle here is that there is nothing wrong happening at any point along the line, because that's exactly how our life needs to work out. То есть главный принцип в том, что нет ничего, что происходило бы не так, поскольку в жизни происходит ровно то, что должно произойти. Now, I know that's a little difficult if you've never
seen it like this before, but just see if you can hang in with me on it, if you will. You don't have to believe it, but see if it works for you. Я знаю, что это может быть достаточно сложно принимать, если вы никогда раньше не пробовали увидеть это с этой стороны. Но я предлагаю вам остаться с этой идеей и посмотрите, может быть, вы увидите, как она работает для вас. So I will be recapping on each of the 4 webinars. I'm going to come back and recap this because it's basic to what I'm going to say about relationships now. И на каждом из 4 семинаров я буду возвращаться к этой идее, потому что она основополагающая для темы, которые мы сегодня обсуждаем. All right, good. So now let's look at this from a point of view of relationships. Давайте теперь взглянем на это с точки зрения отношений. Today we're only looking at the pre-awakening phase, the first half of our life when we're unconscious. Сегодня мы говорим с вами только о первой половине нашей жизни, о той стадии, которая предшествует пробуждению, тому моменту, когда мы бессознательны. We don't realize that we're creating events in our lives to give us a certain amount of karmic units. We don't realize that. Мы, например, не осознаем, что мы создаем какие-то события в нашей жизни, чтобы вот отработать эти кармические единицы. Okay, so, but nevertheless, we have to have help in creating these circumstances that will give us the amount of karmic units that we want by the time we get to the awakening phase. Но, тем не менее, нам нужна помощь в том, чтобы прожить вот эти кармические единицы в нужном объеме к тому моменту, когда мы дойдем до фазы пробуждения. So, here's where it gets interesting. Вот здесь вот сейчас становится очень интересно. In order to get these experiences that we want, we create relationships to give us opportunities to feel the pain of separation. Чтобы получить, отработать вот эти кармические единицы, мы создаем отношения, которые помогут нам получить боль, прочувствовать эту боль разделения. So we attract people into our lives. И получается, что мы притягиваем людей в свою жизнь, who we will create agreements with to be with each other for a while, maybe for a long time, maybe for a short time. И мы заключаем с ними договора, чтобы быть вместе с ними, с кем-то длительное время, с кем-то короткое время. And then, when the right moment comes, they will give us opportunities to feel the pain of separation. И потом, в подходящий момент, они предоставляют нам возможность ощутить боль разделения. So that's the purpose of relationships. Такова цель отношений. Now, they're not necessarily going to lead to a lot of happiness, at least not in the beginning. И не обязательно, что это будет, в этом будет очень много счастья, по крайней мере, в начале. Because our partners in these relationships, whether long-term or short-term, are going to give us to feel like a victim in many cases. Поскольку благодаря нашим партнерам длительное или короткое время мы очень часто можем ощущать себя жертвами. So these things, there's a whole load of things that we might create for each other because we're doing this for each other, not just one way. И мы многое можем создать друг для друга, а мы делаем это друг для друга. Это не происходит в одностороннем порядке. Now, I talked about 4 phases of a relationship, of a long-term enduring relationship. There are 4 phases. И я говорил о том, что в долгосрочных отношениях существует 4 стадии. 2 of those phases are in the first half of life.
И первые две стадии обычно происходят в первой половине жизни. The second two come after the awakening. А вторые две обычно наступают после пробуждения. That's assuming that you actually the relationship lasts long enough to experience all four phases, and they may not. Это, конечно, при условии, что отношения достаточно длительные, что они могут пройти сквозь все 4 фазы, потому что может так и не получиться. Yeah. So let's look at phase one. Давайте рассмотрим первую фазу. Phase one, I think we would all recognize because we've all experienced it more or less anyway, all of us. Первую фазу мы все узнаем, потому что в той или иной степени мы ее все проживали. And this takes place. There's a fairly short period of time. Это достаточно короткий период времени. Anything from 6 months to a year, 18 months, maybe 2 years maximum. Что-то такое, начиная с полгода, 12 год, иногда 1,5 года, но самое большое 2 года. And the main purpose of this first phase is to suck you in to the relationship. И смысл вот этой первой фазы в том, чтобы втянуть вас в отношения. And keep you locked in long enough for you to begin feeling the pain of separation with this person. Чтобы вы вступили в эти отношения, втянулись в них и потом смогли ощутить боль разделения вместе с этим человеком. So it's a very nice phase. Поэтому вот эта стадия, она очень приятная. This is the phase where people say, "Oh, I've just met my soulmate." Люди говорят, вот я встретил свою половинку. My sacred beloved has just turned up. Мой священный, возлюбленный вот появился передо мной. I'm exaggerating, of course. Я, конечно, преувеличиваю. But it feels like that. It feels like you're so connected. Но вот это такое ощущение возникает. Вам кажется, что вы так сильно связаны. And the love is strong and it's intense and it's sexual. И эта любовь, она такая сильная, и она интенсивная, и она очень сексуальная. And by the way, this is a relationship I'm talking about, which is a heterosexual relationship with a partner, as opposed to a friend. I mean, we're talking about a romantic relationship here. Здесь мы с вами говорим о именно отношениях романтических, не просто о дружбе, а об отношениях романтических. So there's a very strong sexual attraction, physical attraction between. Физическое, сексуальное притяжение. And a feeling of really being in love. И ощущение, что вы вот влюблены, что вы любите. There's a lot of activity where you are doing your best to please your partner. И вы совершаете действия, стараясь доставить удовольствие своему партнеру. Being very caring and nice and loving towards him or her. По отношению к нему вы проявляетесь как любящий, заботливый, такой добрый человек. This is also fulfilling a need for you to feel loved by someone else. So that's a strong need that's being met here in this relationship. И вот в этой стадии удовлетворяется такая очень глубокая потребность и ваша тоже чувствовать себя любимым. There's a lot of seduction going here. You're really seducing the other person into becoming who you want them to be. Также в этой фазе присутствует такое соблазнение. Вы как бы соблазняете другого человека быть вот
будучи таким, каким бы вы хотели видеть его или видеть себя. There's a lot of equal. Both partners, generally speaking, have equal appetite for sex during this phase. На этой фазе у обоих партнеров примерно одинаковый аппетит сексуальный. So those appetites are usually met in this first phase. То есть на этой фазе эти аппетиты обычно взаимно удовлетворяются. That might not be true in later phases, but we'll see. На следующих стадиях может быть не совсем так. So in this phase, it's very much about experimenting, being with each other, and getting your needs met. На фазе мы как бы экспериментируем с тем, что такое быть друг с другом, и удовлетворяем многие свои потребности. Okay, so it's also about building some trust between you. На этой фазе также выстраивается доверие между людьми. And giving and receiving a lot of affection from each other. Дарим и получаем много нежности и любви. So it's a very exciting phase. It's the one part of the relationship that is really it feels like this is the answer to your need for happiness. That's what it feels like on this phase, especially in the first 6 months. Первые 6 месяцев в особенности это вот самая захватывающая такая замечательная часть отношений, когда эти чувства удовлетворяются, и это очень похоже на счастье. But that's the upside. Now the downside of this phase. Но это вот светлая сторона, а с темной стороны is that there will be tendency for each of you to hide. Будет возникать тенденция у каждого из вас спрятаться. You will hide your darker self Вы from the other. будете прятать друг от друга свое темное я. And this dark side may be very, very unpleasant. И эта темная сторона, она может быть очень неприятной. But you don't let it show. Но вы не будете ее проявлять. Not yet, at least. По крайней мере, пока не будете проявлять. It will start to show, and that will be in the second phase. Она начнет проявляться, но это уже будет на второй стадии. But for now, it's going to stay hidden. This person that you're with is going to feel a perfect fit for you. Вот на данном этапе эта темная часть будет спрятана, и этот человек будет казаться, что он идеально вам подходит. And everything really feels great. И ощущения будут замечательные. So great, in fact, that you are inclined to forget that this is an agreement that you're entering into, assuming that this is long term. You want it long term. Это настолько приятные и сильные ощущения, что очень вероятно забыть о том, что на самом деле это же договор, особенно при условии, что это долгосрочные отношения. Each of you come into this relationship during this phase with a lot of assumptions and with very few agreements made. На этой фазе многие вступают в отношения с имея какие-то предположения и на самом деле очень имея, не заключая, не проговаривая какие-то договоренности. You tend to be so enamored with this person that you forget to ask about things that would be important in the relationship.
Вы настолько влюблены в человека, что вы забываете задать или попросить о чем-то, что будет важно для отношений. You have lots of unspoken expectations И of each other. у вас относительно друг друга есть какие-то невысказанные ожидания. You might assume, for instance, that this person will love you forever. Например, вы можете предположить, что этот человек будет любить вас вечно. You might assume that this person is going to be happy with you and will not have affairs with other women or men. Или, например, вы можете предположить, что этот человек будет счастлив с вами и не будет заводить каких-то отношений с другими мужчинами или женщинами. You probably won't talk about money in this phase. Скорее всего, на этой фазе вы не будете говорить о деньгах. And assuming that is that you are preparing to live together or get married or whatever, where money becomes important. Вы будете дальше жить вместе или поженитесь, перейдете там, где к моменту, когда деньги становятся важны. So all of these agreements that you do not make with people because you just it feels like you difficult to make them anyway, difficult to talk about them, so you don't. Вообще об этих темах достаточно трудно говорить, и поэтому вы не обсуждаете и не договариваетесь ни о чем. But as we've seen, there is purpose in that. Но, как мы видели, в этом есть определенная цель. Because it's a setup for you to create situations in the next phase where all these agreements become shattered or unmet, unfulfilled, and that's going to create a lot of pain of separation. Ну, это такая вот как раз ловушка, в которую мы попадаем, и на следующей стадии мы сталкиваемся с тем, что наши какие-то предположения, они не осуществляются, и ожидания не оправдываются, и это создает огромное количество боли. Yeah. So I'm going to leave it at that because I want to go, next week we'll look at this next phase, this phase number 2, where we really, really get into the real purpose of the relationship, and that's when it gets very difficult. И я, наверное, хотела бы остановиться сейчас здесь, потому что на следующей неделе мы поговорим о второй фазе, которая очень трудная, где все очень сильно усложняется. Okay, and a lot of relationships don't survive it, to be honest. И, честно говоря, многие отношения просто не выживают, не проходят через вторую стадию. There's a 4-year. A lot of relationships last only 4 years. They can't go beyond 4 years. Многие отношения выживают, сохраняются только на протяжении 4 лет. Им трудно идти дальше. Some don't even make it that long. А некоторые не выдерживают даже столько. And they can't understand it because in that first phase they were so in love and it was so beautiful, it was so wonderful. How could it suddenly turn into something totally different in that second phase? Люди не понимают, как так, вот они же были так счастливы, так было все так чудесно, как так это переходит в нечто совсем другое, как это переходит в совсем другую стадию. So they decide to call it a day and get out of the relationship. И обычно они решают все закончить это и выйти из отношений. But the problem with that is, though, that you do the same thing with someone else. Но проблема заключается в том, что потом вы
Сделайте то же самое с кем-то другим. So what I want to do in this webinar series is give you the knowledge that will prevent you from jumping out just at the point when things are starting to get good. И моя цель для этих вебинаров дать вам знания, которое поможет вам не выскакивать из отношений в тяжелый момент, как раз когда все должно начать становиться лучше. So if you just ignore all those magazine articles that tell you how to have a wonderful relationship and so on, ignore those. Если бы вы смогли не обращать внимания на вот эти статьи в журналах о том, как быть счастливым в отношениях. If you really do understand what's going on in terms of the real purpose of relationships, you will probably survive this and complete the whole thing. Если вы можете понимать, что происходит в отношениях на самом деле, то, скорее всего, вы сможете прожить и сохранить свои отношения. So that's what we hope here is that once you see the big picture and are prepared for each of the 4 phases, you will end up with a wonderful, loving, caring, comfortable relationship if you get to that phase 4, and that's what I hope for you. И моя надежда на то, что получив широкую картинку и зная и будучи готовым ко всем 4 стадиям, вы сможете дожить до момента, где отношения ваши будут наполнены любовью, они будут удобные, они будут счастливыми и любящими. So let's open it up for questions now. Allow a little time for that, and then we can be ready for the next one for next week once you've had a chance to think about this one. Я бы сейчас тогда открыл пространство для вопросов, и дальше мы продолжим уже обсуждение на следующей неделе. Questions? Вопросы, пожалуйста. Дорогие друзья, мы задаем в чате вопросы, и некоторые вопросы я зачитаю Колину Типпингу, и он ответит. Также вопросы, как я говорил уже, вы можете задать на следующий вебинар по почте или в группе в Фейсбуке. Так что сейчас я жду от вас вопросов. В чате внизу под этим видео пишите свои вопросы. So this was an announcement for the questions, which can be asked in the chat. All right. And some of the questions can be then posted in Facebook. The questions for the next webinar next week. Oh, we're not taking questions now? No. We are. So some are taken right now, and some can be. That's a good idea. For the next week. Yes. Пока я не вижу вопросов, еще давайте буквально 2-3 минутки подождем. Если нет, я думаю, что все вопросы уже появятся в большинстве своем
когда мы будем разбирать вторую стадию, третью стадию. Вот. Давайте тогда, наверное, на этом будем заканчивать. So at the moment there are no questions. Probably there will be more questions coming when we start discussing the second and the third phase. Yeah. So maybe we will be then wrapping it up for today. Okay. I appreciate your interpretation, Victoria. Oh, thank you very much. It's always nice to work with you. I expect everybody realizes that you and I have worked together before, but it's always a nice experience for me. So, thank you. Yes. Yeah. Мы с Колином работали уже неоднократно вместе, поэтому нам достаточно комфортно работать друг с другом. All right. So it would be good if there is some discussion about what I've said today on Facebook. Будет очень здорово, если будет сегодня какое-то обсуждение в Фейсбуке по поводу того, что мы обсудили. I think that will really sort of get things moving, because it's what I've said today is a little bit controversial. Хотелось бы, чтобы процесс запустился, потому что многое из того, что я сказал, оно такое несколько противоречивое. And so it'll be good for people to find a way to discuss it, to criticize it, and to pull it to pieces, or whatever they want to say. But let's get some discussion going, and then next week we'll have more fun and we can get into phase 2. Очень будет здорово, если вы начнете обсуждать и, может быть, критиковать, может быть, разорвете это все вообще на куски. Вот. А на следующей неделе нам будет очень интересно и весело, когда мы будем обсуждать вторую стадию. And if you will email me the translation of some of the comments that I might need to address next week, that would be good, so I can have those in advance. Okay. Мы переведем какие-то комментарии или какие-то вопросы Колину, чтобы он смог подготовиться и прокомментировать со своей стороны. Появился один вопрос, я хотел его зачитать. There is one question, so I'd like to read that. Okay. Что значит, если первая стадия длилась месяц, а сложное отношение, вторая стадия уже год, и закончить их не получается, потому что очень сильное притяжение? What can it mean if the first phase lasted just for 1 month, and the second difficult phase has been lasting for a year, and it's not possible to end it because the attraction is too strong? Yes, I think what I'm hearing is that you're collapsing phase 1 and 2 into the same thing. Мне кажется, что вы соединяете первую и вторую фазу в одно. It can happen that quickly. It's a little more difficult to distinguish phase 1 from phase 2, but you'll have a better feel for that next week when I start to explain what starts to happen in phase 2. Первая фаза может, конечно, пройти так быстро, но, скорее всего, на следующей неделе, когда я начну описывать вторую фазу, вы сможете почувствовать, что я имею в виду. All right. I suggest in the meantime, it would be quite a good idea for you to read the Radical Forgiveness book, or whatever else Gherman has that would be useful for you. В настоящий момент я бы порекомендовала вам прочитать книжку «Радикальное прощение» или
что еще, может быть, Герман может порекомендовать на русском? Okay. You may already have the book, but if you haven't, this will help you, I think, to at least get the background idea. Возможно, вы уже знаете эту книгу, но если нет, то это вам, она поможет вам такое общее представление об этой идее получить. In the meantime, don't do anything about the relationship until you've heard the whole 4 webinars. Just be with what's going on and allow it to be what it is. А пока что, пожалуйста, ничего не делайте с отношениями, позвольте им быть такими, как они есть, ничего не предпринимайте, пока не услышите о всех 4 стадиях. Okay. Хорошо? Any more? Еще что-то есть? Хорошо, я пока не вижу вот вопросов. Давайте тогда, наверное, сегодня будем заканчивать эту встречу. Давайте в душе поблагодарим Колина Типпинга, то, что он, несмотря на свой очень такой напряженный график, нашел время поделиться для русскоязычного пространства вот именно своими наработками, своими ценностями, которые помогают нам в решении наших задач. So we will be wrapping up, and we would like to express our appreciation for Colin for making making up this time in his very tense and busy schedule, so that he has shared his valuable results and experience with the Russian-speaking populace. Good. All right. All right. Well, it's been good to be with you, and we'll see you next week. Приятно было быть с вами, и увидимся на следующей неделе. Все. И всем до встречи. Все, до свидания. So, bye. Goodbye. Bye. So, everybody.